Сейчас, друзья, я вам расскажу несколько простых правил о том, как занять себя в самолете, если вы не можете уснуть. Итак, правило номер 1. Блин, ты серьезно? Что? Мы в Грецию летим, в Древние Афины, а ты видосики пилишь? Ты про античность почитай. Илиаду Гомера какого-нибудь открой, ну серьезно. Какого Гомера? Симпсона, что ли? Птушкин, какие Илиады? Мне это вообще не понадобится, вот увидишь. Спорим? А спорим. Кстати, сразу скажу, пока мы не подбросили монетку, Да. давай тот, кто будет со 100 баксами, останется в Афинах и будет смотреть там на развалины. А тот, у кого будет золотая карта, полетит на красивейшие греческие острова. Орел. Решка. Привет, самолет. Привет, самолет. Давай. Ну вот, Птушкин, зря проснулся, только настроение себе испортил. Ну, готовься, читай там про Афины, про графины. Друзья, мое настроение резко улучшилось. Уважаемые пассажиры, просьба передать кто сколько может будущему нищеброду на место 33Б. Дай вам Бог всем здоровья. И тебе, мальчик. Греция – страна, в которую грех не вернуться. Ради ее столицы – Афин. Ради 7 морей и сотен островов, которых хватит на 1000 уикендов. Чудо света. Меня ждут божественные выходные на островах в Ионическом море. Ну а мне достанутся древние Афины. Наш большой греческий уикенд начинается. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Чтобы турист сразу понял, что он приехал на родину Геракла, Зевса и Аполлона, прямо в аэропорту Афин открыли бесплатный музей. Послушайте, за время перезагрузки я был в 94 аэропортах всего мира. Я видел разные инсталляции, проекционные штуки и все такое, но чтобы музей прямо в здании аэропорта, ну такое я вижу впервые. Греческая земля просто нафарширована античными древностями. Самые плодовитые археологи в Греции — это строители. Ну вот смотрите, копали котлован под аэропорт, а выкопали целую экспозицию. По закону, все эти артефакты и древности нельзя продавать, обменивать и вывозить. Но все эти находки в радость только археологам. А вот для строителей это сущий ад. Потому что после любой находки необходимо ее переписать, оформить, дождаться утверждения Министерством археологии. И в итоге стройка, которая должна была продлиться 5 лет, длится лет 15. О, это от меня. Пока Антон рассматривал всякие черепки, я улетела на остров Закинф. Знаете, друзья, вот ветераны «Орла и решки», они же очень много ошибок в прошлом совершали. Ну, взять хотя бы Жанну. Добиралась в Афины на поезде. Это самый дорогой вид транспорта. Но на том и перезагрузка, чтобы не повторять ошибок прошлого. Я не буду тратить 10 евро на поезд, а поеду на автобусе за 6 евро. Ничего не пойму. Все закрыто. А, вон табло. Страйк, 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 страйк. Это что, боулинг или что? Из-за того, что в Греции уже второй десяток лет кризис. Греки бастуют по любому поводу. Одна забастовка перетекает в другую. Мне повезло.
Сегодня как раз бастуют водители автобусов. И вообще, будете ехать в Афины, смотрите в интернете расписание стачек. 12 июля бастуют работники 2 линий метро. 20 июля – железнодорожники. А 3 сентября – суды. Hi. Монастырaki metro. Yeah, one ticket. 10 euro, please. Please. 10 euro. 10 евро. Понятно. Жаль. Сэкономить так и не получилось. Ну, хорошо, хоть машинисты сегодня не бастуют. Когда богатый турист прилетает на греческий остров, он не идет селиться в отель. Он первым делом идет в марину. Марина – это не имя. Это что-то вроде стоянки для яхт. Вашему вниманию, друзья, предоставляется моя личная яхта и по совместительству дом на уикенд. Со мной в круиз отправляется капитан Никос. Ай. Старпом Иоргос и шеф-повар Янис. А катать нас будет белоснежная красотка яхта София стоимостью 1 000 000 евро. Арендовать ее на 2 дня можно всего за 5000 евро. Ну посмотрим, за что дерут такие деньги. Вот это я понимаю яхта, друзья. Посмотрите, у меня же тут есть собственная гостиная с огромным диваном, стол, плазма. Боже, я первый раз вообще на такой яхте. Кроме просторной кают-компании, здесь еще есть кухонька, зона отдыха и капитанский мостик, похожий на кабину пилота. А вот здесь будет капитанировать капитан и вести меня к самым красивейшим закатам. Мне нравится, мне очень нравится. Так, а что же это у нас на нижней палубе? Ой, ну кому интересно смотреть на каюты прислуги? Лучше посмотрите на мою спальню. О, боже, здесь так миленько, так уютненько и такая огромная кровать для такого помещения. Колючие розы? Обожаю колючие розы. Кажется, здесь был Д'Артаньян. Ай! Это еще не все. На моей яхте есть еще один этаж. Настюшка, русалка, Настюшка, моряк. Ой, боже, я такая счастливая. А здесь я буду загорать. Топлес. Но это не точно. В прошлый раз Афины шокировали Жанну грязью, мусором и наркоманами, которые ни от кого не прячутся. Бетон, жара, солнце, пустыня. Ну что, посмотрим, что тут изменилось за 7 лет. За 7 лет Афины так и не смогли выкарабкаться из экономической пропасти. Закрытые витрины и ролеты стали холстами для уличных художников. Афины – это, наверное, самая разрисованная столица в мире. По этим граффити можно увидеть всю историю греческого кризиса. Как начались противостояния с полицией, первые задержания и аресты, как упали зарплаты, как здесь стали относиться к мигрантам. Это собака, которая принимала всегда участие в демонстрациях на стороне полиции. И вот здесь написано «локанико» – колбаса, и она символизирует как то, что она продалась за колбасу. То есть символизирует тех людей, которые, грубо говоря, продались полиции и были на стороне власти. Дорогие греки, вы, конечно, не обижайтесь, но, по-моему, за время нашего отсутствия появилось больше граффити, больше закрытых магазинов и еще больше протестующих.
Венеция – это курорт миллионеров и знаменитостей. Здесь проводят отпуска Ким Кардашьян, Риhanna и даже члены английской королевской семьи, принц Чарльз с женой. Когда у тебя есть деньги, у тебя есть возможности, и богатый человек ходит на яхте по разным островам, наслаждается красотами и развлекается как только может. Первая остановка моего круиза – одно из самых красивых мест Греции. Пляж Навагио. Это просто что-то невероятное. Навагио – это карман с белоснежным пляжем. Посреди него ржавые развалины корабля, и все это омывает лазурная вода. Идеальные декорации для красивого отдыха. Боже, я не знаю, друзья, видно вам или нет, но, во-первых, здесь вода непередаваемого цвета, она прям синяя, как будто краску разлили. Я никогда не видела такого цвета у моря. Все эти бежево-песочные скалы. Да, природа, матушка, не подвела, не подвела. Просто сказка. Это было больно. Друзья, посмотрите только, какой здесь пляж. Это не такой привычный желтый песок, который мы привыкли с вами видеть, а белоснежные, обточенные, красивые камушки. Эти скалы просто невероятные. Такие мощные, величественные. Знаете, мне все это напоминает, ну вот представьте пудинг, и первый кусочек зачерпнули ложкой. Что остается на месте? Глубинка, ямка, полкруга. Красиво здесь. Глупо было подумать, что в таком райском уголке не захочет побывать еще 1500 туристов. Еще мгновение, и этот пляж станет самым тесным на этой планете. Поэтому мне надо отсюда валить. Когда ты богатый, ты можешь сказать капитану, чтобы завернул за скалу и... Та-дам! Тут нет ни одного человека, ни одного. Цвет Ионического моря не сравнится ни с каким другим. Оттенки сменяются от светло-голубого до нежно-фиолетового. А вода? Разве бывает такая прозрачная вода? Все дело в белоснежной гальке на дне моря. Если бы вместо нее был ил или водоросли, цвет у моря был бы не лучше, чем у Днепра. Знаете, мне кажется, такие места созданы для полной перезагрузки души и тела. Большинство туристов по приезду в Афины идут в центр. И вот, что они видят. Люди на самом деле очень
решительно настроены. И вот сейчас непонятно, это мирная демонстрация или она может перерасти во что-то более серьезное, в какой-то замес с местными властями. И дай бог, чтобы не полетели бутылки, шины и коктейли Молотова. Судя по тому количеству людей, которые здесь находятся на этой улице, реально весь город сейчас митингует. То есть колонны идут вот просто за горизонт. Огромное количество людей. Все что-то кричат, все размахивают флагами. И, ну, движуха серьезная, ребята. Поэтому туристы, которые приезжают в центр Афин, разочаровываются сразу во всем городе. Но не отчаивайтесь. Сейчас я вам покажу, куда в Афинах обязательно нужно сходить. Пойдемте. Пойдемте вместе. Район Монастираки – старый район города. Здесь есть все, что приводит в восторг туристов. Уличные музыканты, храмы и древние развалины. Раньше в Монастираке съезжались торговцы со всех Афин. Сейчас мало что изменилось. Только продают теперь не рыбу и оливки, а разный сувенирный хлам – магниты, шляпы и театральные маски. Вот так вот незаметно для себя я из Монастираки попал в район Плака. И, честно говоря, почему-то мне срочно захотелось где-нибудь здесь присесть, потому что, ну, посмотрите, какая милота. Плака – это район Лестница. По ступенькам тут не только ходят, они здесь вместо стульев. В жару здесь прохладно, и все сидят по кафешкам. Еще один симпатичный райончик – Анафиотика. Белоснежные, будто сахарные домики. Узкие коридоры, которые даже улицами не назовешь. Яркие, разноцветные ставни и двери. Стены увиты плющом, а в воздухе пахнет олеандрами. И везде с греческим акцентом мурчат котики. Этот район строили рабочие с острова Анафи. Так получилось, что они возвели здесь маленькую копию своей родной земли. Сделали, как им было привычно. Белые стены и узкие коридоры, чтобы было прохладней. Теперь, когда вы приедете в Афины, будете знать, в какие районы стоит идти. Да. Тут, скажу я вам, надо соображать. Ну, в покер-матче я имею в виду. Соперники вот настолько разные и интересные. Реально игра для прокачки мозга. Кстати, очень хорошо помогает читать людей. Тёма, я тебя, кстати, сразу прочитал. Давай я тебя научу. Тут вообще очень просто. Ну смотри, заходим в покер-рум. Все, и погнали, давай. С левой. И раз, два, три, четыре. Ходим с тузика 5, 6. Тут не надо докидывать. Сиди, что ты на префлопе? У тебя, посмотри, какая у тебя карта. Ну, тебе себе деньги некуда девать. Ну, давай ты в меня зальешь. Я хоть лучше тебя играй. Дальше все очень просто. Мне везет здесь всегда. В открытом море ресторанов нет, поэтому на яхте со мной живет мой личный шеф-повар. Перед каждым круизом богач составляет меню, а шеф забивает холодильник необходимыми продуктами. Его услуги обходятся в день около 300 евро. Сегодня у меня на ужин кальмары-гриль, щупальца осьминога,
обжаренные в розовом вине королевские креветки со сливочным соусом, салат с гранатом в хлебной корзинке, классические капреза, ризотто с шампиньонами и пармезаном, сладкое ризотто с кешью и шелковицей и паштет из белой рыбы. Приятного аппетита мне. Ну, какая-то невероятная фантастика. Одно блюдо вкуснее другого. Когда я буду смотреть этот выпуск, я сама себе буду завидовать. Ой, Настя, я тебе уже завидую, потому что у меня на обед крохотная порция салата, какой-то пирожок со шпинатом и кусок бананового хлеба, С клубничкой. за который я выложил аж 12 евро. Знаете, друзья, у нас в Орле и Решке есть хорошая негласная традиция провожать закат в новых городах. Ну, собственно, кто я такой, чтобы нарушать традиции? Так что идем смотреть афинский закат. Говорят, лучшие закаты видны с горы Ликавитос. Можно подняться туда на фуникулере за 4 евро, а можно пешком, по тропинкам, через лес, по ступенькам. Зато бесплатно. Ого! Ничего себе! Я пришел за час до заката, а здесь все козырные места уже разобрали. Посмотрите, туристов просто куча, и это не предел, их будет еще больше. Фу. Да, хорошо, что за час пришел. Ой. Оно и понятно. В Афинах нет небоскребов или высоких башен, поэтому этот холм — единственное место, откуда можно увидеть весь город от края до края. Когда ты смотришь на закат над одним из старейших городов в мире, а Афинам, на секундочку, больше 5000 лет, видишь Акрополь и вообще панораму этого шикарного города, в голову лезет почему-то только одно слово. Читайте по губам. Бесподобно. Антон, а как тебе такая смотровая площадка? Море и солнце только для одного человека. Сейчас здесь с солнцем прощаются туристы, а 1000 лет назад древние греки здесь прощались с богом солнца Гелиосом. Он дарил им последние теплые лучи и уходил спать. В Афинах из-за кризиса жилье стоит гораздо дешевле, чем в других европейских столицах. Так что прямо в центре города можно запросто найти приличный хостел за небольшие деньги. Ловите от меня совет. Берите тот, что поновее. Hi, I just want to book a room. Okay. How much is it? It's for tonight. It's 18 euros. Yeah. And maybe breakfast? No, we just offer tea, coffee, cookies and cake. It's something. like something. breakfast, more Okay. breakfast. Yeah, why not? Yeah. Why not? Новенькие матрасы. Розетка для зарядок. Есть свой личный персональный свет. Можно я вещи положу? Конечно. Оп, положил. И еще не забитый грязью кондиционер. Ну, прекрасно. Прекрасно. Стильно, чистенько, аккуратненько. И самое главное, он новый. Ну, видно, что он новый. Ребят, пока я тут буду раскладываться, посмотрите-ка лучше, что там у Насти. Посмотрели уже, да? Ну все, тогда я со спокойной душой ложусь спать. Спокойной ночи.
Доброе утро. Во всем мире существует негласное правило. Самая дешевая еда продается на рынках. Поэтому не удивляйтесь тому месту, где я сегодня собираюсь позавтракать. Так как Греция со всех сторон окружена морями, то с морепродуктами здесь, мягко говоря, все окей. Любая рыба на любой вкус. Креветки, моллюски, осьминоги. Огромные. Я даже не знаю, что это. Это какая-то морская рыба, мне неизвестная. Карп, карась, толстолобик. Всей этой рыбы вы здесь не найдете. Но зато здесь есть лаураки, синоупа и, это хит сезона, лакспакия. Я надеюсь, что я правильно прочитал по-гречески. Я никого не удивлю, если скажу, что на рынке все дешевле и свежее, чем в магазинах. Hi, can you prepare this fish? Cook. Yeah. Туда. Спасибо большое. Спасибо. Hi. Are you cooking? Yeah? You cooking the fish? I can buy? No? No. Sorry. Окей. Thank you. Да, в общем, оказалось, что рыбу здесь не готовят, но я знаю один продукт, который в готовке не нуждается. Ага. Вот он, этот продукт. Это устрицы. Money talks, money shouts. Don't take much to hear. Устрицы – это моллюски, которые едят живыми. То есть сразу, как открыли ракушку. Can I buy 5 pieces? Самому открыть устрицу непросто. Нужен специальный нож. Но не волнуйтесь, на рынке вам ее с удовольствием выковыривают из домика. Я в свои 34 года никогда в жизни не ел устриц. Thank you so much. Понимаете, что такое рынок, да? Какое здесь обслуживание? Я, насколько знаю, тут как бы две реакции может быть. Либо это «Вау, как это круто!», либо «Господи, я никогда в жизни это больше не попробую». Ну что, мне очень интересно. Это все правда, реально. Я никогда в жизни не пробовал устриц. Копил момент. Итак, друзья, этот момент настал. Погнали. Прикольно. Это совершенно не противно, хотя я ожидал, что это будет противно. Это немножко напоминает молоки рыбы по консистенции, но они такие, вот, если эти устрицы солененькие, изысканные. Я думаю, что под шампусик было бы самое то. Шампанское? Водка. Very good. Блин, это реально водка. Мистер, thank you so much. В общем, если хотите недорого позавтракать устрицами в душевной компании, вам прямиком на рынок. Люди, лимончик, какую-то штуку мне плеснули, открыли, дали, угостили. Но в ресторане такого никогда бы не было. Следующая остановка моего круиза – остров Кефалония. Он буквально напичкан всякими туристическими аттракционами. Прости, море, я на сушу. Личная яхта – это, конечно, прекрасно, но главные туристические достопримечательности находятся на земле. И я подумала, что крайне затруднительно будет на ней добираться до них. Поэтому меня будет возить мой маленький друг, имя которому Пупсик. Вау!
На Кефалонии природа сотворила уникальное чудо. Озеро Мелисани. Присаживаемся поудобнее. И сейчас наша красивая экскурсия начнется. Это какое-то магическое место. Над тобой нависают скалы, в которых есть окно в небо. Советую вам приезжать сюда именно в полдень, потому что тогда солнечные лучи касаются озера, и оно становится похоже на аквамарин. Посмотрите, как красиво. Когда уже насмотрелся на красоту, конечно, интересно понять, как это место появилось. Ионическое море проделало себе ходы под землей и нашло вот эту уютную пещерку, где и образовалось вот такое красивое озерцо. Но раньше эта пещера была с крышей. Случилось землетрясение, крыша обвалилась, и появился вот такой вот грот. А вот интересное наблюдение. Если вы приедете сюда как обычный турист, вас посадят в лодку с толпой других туристов и покатают всего 15 минут. Друзья-путешественники, у меня для вас очень важная информация. Афины, оказывается, очень удобный город. Сюда можно приехать на денечек, погулять, а на следующее утро прыгнуть на паром и поплыть на любой из соседних островов. И если вы думаете, что это стоит кучу денег, вы ошибаетесь. Дальние острова – это очень дорого. Мне по карману только островки поблизости. Я решил отправиться на удивительный маленький островок Мони. Там живут только павлины и олени. Прямые паромы туда не ходят, так что по пути придется сделать пересадку на острове Эгина. Слушайте, оказалось, что один билет стоит 8 евро, но если ты покупаешь сразу 2 билета, то все это вместе стоит 13 евро, а это 3 евро экономии. Дайте 2! На озере Мелисани природа не остановилась и сотворила на Кефалонии еще одно чудо. Ого! Ничего себе пещерка! Легенды не обошлось. Древние греки верили, что здесь жил дракон Драгоратти. Его именем и назвали пещеру. Видимо, как раз-таки в этом холле спал дракон. Это драконья лапа. А вот эти сталактиты напоминают огромную драконью пасть. Может, дракон здесь и жил когда-то, но я его дома не застала. Вы, наверное, удивитесь, друзья, но в этой пещере проходят концерты классической музыки. Говорят, здесь выступали Лучано Паваротти и Мария Каллас. Но сегодня в расписании нет никакого концерта. Так что долг ведущей обязывает устроить концерт самой. Идеальный звук. Раз, 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 два, три. Греческий салатик с
белая рубашка, какая клякса, эх, молодость, ты так быстротечна, а был енот, стал капот. Что ж ты не надела фартук, глупышка? А ничего еноту ходить по болоту. Волосы грязные, руки безобразные, любила тебя. Для вас. Всего пара часов пути, и вот мой первый пункт. Остров Эгина. Он такой же, как и десятки других в Греции. Тут все тихо, мирно и, скажем честно, скучновато. Так что можно не задерживаться, а ехать дальше в гости к оленям и павлинам. Сначала нужно на автобусе добраться до поселка Пердика. А уже оттуда за 5 евро небольшая лодочка, почти что маршрутка, доставляет туристов на остров Мони. А пока я буду ехать, посмотрите, что еще Настя нашла на Кефалонии. В Греции набирает популярность одно очень необычное развлечение – коастеринг. Понятия не имею, что это такое, но сейчас обязательно узнаю. George, how are you doing? Nice Good? to meet you. George, Yes. what's the coastering? We have to cross a coastline, about 3 kilometers. So coasting for me, it's a way to feel like a kid again. Коастеринг – это когда тебе нужно пройти природную полосу препятствий на скалистом берегу. У инструктора в запасе есть десяток опасных испытаний. Испытание первое – сигануть со скалы в море. Знаете, друзья, после прыжка на Ямайке, когда я расшибла себе ноги, я отбила себе просто все бедро. Мне даже прыжок вот с этих 3 метров сейчас страшно делать. Но я же баба боевая, поэтому погнали. Это было стрёмно. А дальше нужно плыть. Потом ты весь мокрый должен лезть по скользким камням. Камни очень скользкие, тут надо быть супер осторожным. Узкие проходы и какие огромные острые камни. Потом нужно карабкаться по скалам. Вот эти камни просто как ножи. После всего этого приходится бежать по бездорожью. И снова нырять в ледяную воду. Ага. Хотите сломать меня, да? Не получится. Ой, там темно. И когда думаешь, что уже все, инструктор заставляет плыть под скалой в кромешной тьме, Стрёмно. где вода почти достает до потолка пещеры. Без фонарика здесь не пройдешь. Посмотрите, ребят, тут вообще как бы на животе надо проползать. Это страшно. Конечно, это все будоражит сознание. Тем, кто страдает клаустрофобией, здесь будет
будет нелегко. Да и вообще, сплошные испытания. Думала, может, это уже все. Фигушки, мы снова побежали. Here we gonna dive, okay? Дай. Not dive. 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 Yes. You are first. Oh, thank you. You are very kind. You are gentle. Настюшка, джампинг здесь. Посмотрите на дно. Видите эти черные точки? Когда я прыгала, я не знала, что на дне есть еще одна опасность. Сотни морских ежей под водой. Наступишь на такого, и можно сразу ехать в больницу. Но все равно, это так круто! Короче, друзья, я вам так скажу. Кострик – это одна из самых лучших спортивных активностей, которые только могли придумать природа и человек. Потому что у вас задействованы все эмоции. Страх, восторг, вы видите красоты, прыгаете с высоток, бегаете. Короче, это просто самый лучший спортивный винегрет. Я в восторге. Обязательно попробуйте. Слушайте, я такого не видел. Они просто здесь тусуются, вот просто возле берега. Иди сюда. Иди сюда. У меня есть хлеб для павлинов, но я надеюсь, что они будут его есть. Держи. Ребята, я в Греции, я не в Африке. Они просто ручные, посмотрите. Они просто едят хлеб. Павлины и олени уже так привыкли к туристам, что совершенно их не боятся. И с удовольствием кушают хлеб из рук, и не только. О, какой у нас красавец показался! И что самое удивительное, это не какой-то контактный зоопарк. Они здесь абсолютно свободно разгуливают по острову. Черт, ты же... Это палец мой, это не хлеб. Ты видишь? Он меня за палец закусил. Да все, не кусай, я знаю, что ты можешь. Греческие острова – идеальное место для парапланериста. Можно сигануть с любого обрыва и насладиться нереальными пейзажами. Ну что, друзья, так сказать, я традиции не меняю. Мне нравится заниматься активными видами спорта в платье. Все-таки удивительные пейзажи может творить природа. Хотя Афины и назвали в честь богини мудрости, совсем не мудро было бы приезжать в Грецию только ради них. Если жизнь занесет вас в Грецию, улетайте. Убегайте.
Уезжайте, уплывайте на острова. Вот где отдыхают современные боги. Все мое. Ребята, я в Греции, я не в Африке, они просто ручные, посмотрите. Обожаю колючие розы. Бесподобно. Греческий салатик. Дайте 2. It's okay? Это просто нереально, блин. Обожаю, обожаю эту штуку. Такая сумасшедшая перезагрузка. Любимый телезритель, а лучше Греции и прекрасных греческих пейзажей могут быть только прекрасные $100. Пожалуйста, потратьте их на что-нибудь очень-очень крутое. Бутылка со $100 решила провести отпуск на острове Кефалония. Недалеко от пляжа Миртос на горе есть церковь. За ней лежит большой камень, на котором растет можжевельник. Под ним и ищите эту лежебоку. Я в вас верю. Это же греческий лорд Птушкин. Привет, принцесса Вишенка. Привет. О, так мило. Ну что, расскажи, давай, как твой уикенд? Слушай, целая история. Значит, не успела я прилететь в Афины. Так. Как тут же меня подхватил этот водоворот вот этих всех событий, демонстрации, митинги, страйки. В общем, целая история, весело было. Но самое главное, Настя, что даже со своим скромным бюджетом я смог позволить себе выехать на острова, ну там маленькие такие, и реально хорошо провел время. Кстати, хочу тебе рассказать, что моя яхта была двухэтажная. Я понял, Настя, хорошо. И я проплывала на ней по таким красотам, Хорошо, заплывала Настя, я в понял. такие бухты. Я Там понял. было такое голубое море. Ну все. А я еще ныряла. Настя. И... Ой, все, Антон, я поняла. Вот бедный богатого, никогда не поймет. Не поймет. Друзья, нам пора лететь перезагружать следующий город. А сейчас я хотел бы Насте показать одну местную достопримечательность. Собственно, одна из единственных достопримечательностей. Смотри. Смотри, видишь, вот там солдатики стоят, видишь?